чайная паста и кастелла с матчей на пару. Называю это кастеллой, потому как это наиболее подходящее сравнение. В принципе, это могут быть и булочки на пару, и просто хлеб на пару, но исходя из того, какие ингредиенты были использованы, наверное, все-таки это кастелла. И для этого нам, конечно же, понадобится матча. Я использую кулинарную матчу. Вы можете использовать совершенно абсолютно обычную, с которой заварите чай. Мне эту матчу подарили в подарок в том магазине, в котором я обычно закупаюсь чаем, и вот долго думала, что из нее приготовить. Здесь вот указан инстаграм магазина, а вверху линк на видео об этом магазине на канале моей подруги. Итак, сначала делаем чайную пасту. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Молоко в объеме 500 мл. Я использую обычное молоко из магазина. И также сливки в объеме 250 мл. Все это заливаем в какую-нибудь кастрюльку, в которой будем варить. И сахар 75 грамм. Лучше, конечно, используйте кастрюльку с плотным дном, которая не пригорает. И теперь добавляем кулинарную матчу, в моем случае, или же простую матчу где-то от 10 до 20 грамм, в зависимости от того, какой насыщенности цвета вы хотите получить пасту. То есть можно потихоньку, если вас цвет не устраивает, добавить еще потом матчи в процессе приготовления. Все это мы хорошо размешиваем и варим на слабом огне, помешивая. Опять же скажу, что цвет пасты, который вы будете получать, и самой кастеллы будет зависеть от того, какого изначально была цвета ваша матча. Варим мы эту массу до загустения. Консистенция должна получиться пасты или же такого джема. Теперь мы должны все это переложить в какую-нибудь баночку или пиалку и совершенно полностью остудить. После того, как наша паста готова, мы можем приступать к приготовлению кастеллы с матчей на пару. Нам понадобится чайная паста на матче 1 столовая ложка. И затем добавляем туда молоко 1 столовую ложку. Кстати, эту пасту можно в Корее легко купить уже готовой. Теперь мы это должны все хорошо размешать до однородности. Вот что мы с вами, в принципе, получаем. У меня пропорции всего лишь на 4 малые формы. Далее добавляем муку 2 столовые ложки. Если вы не любите обычную муку, можете добавить любую другую муку. Все это мы опять же таки хорошо перемешиваем, чтобы это напоминало уже такое, можно сказать, мягкое тесто. И теперь нам нужно подготовить 2 яйца, который мы разбиваем в какую-нибудь глубокую форму, удобную для перемешивания. Можете использовать миксер, я использую венчик, и нужно взбить это, по крайней мере, до образования такой воздушной пузырьковой массы. Теперь вот это уже подготовленное тесто мы закладываем в взбитые яйца. И опять нам нужно все это хорошо перемешать. В данном случае можно уже использовать ложку, а не миксер. Главное, разбейте хорошо все комочки, чтобы тесто получилось такое однородное. Естественно, оно будет такое жидкое. Теперь мы раскладываем, разливаем в данном случае тесто по форме. Я уже говорила, что я использую 4 достаточно маленькие формы. На это и приведены все пропорции. Вы можете, кстати, это делать не на пару. Можете приготовить это тесто в микроволновке, можете запечь это в духовке. Собственно говоря, без всяких проблем. У меня просто нет ни микроволновки, ни духовки, я это делаю на пару. Нагреваю воду и устанавливаю пропариватель. В моем случае он выглядит именно так, такая железная установка. Теперь устанавливаю туда уже подготовленные формы. Как я и говорила, вы можете сделать это в микроволновке, можете запечь это в духовке. Но тогда, естественно, вы получите немного другую текстуру. А какая будет в нашем случае, вы увидите. Также я крышку оборачиваю каким-то натуральным текстилем для того, чтобы она вбирала в себя влагу в процессе пропаривания. И все это мы пропариваем от 5 до 10 минут. Время пропаривания зависит от того, насколько большие у вас формы. Как проверить, что готово? Проткните, например, зубочисткой или даже спичкой, и если ничего не прилипает, то все готово, и можно вынимать уже наши, пусть будут булочки на пару, уже вынимаем
Даем немного подостыть, чтобы можно было дотрагиваться до формы, и извлекаем из формы. Можно есть это как теплым, так и холодным. И, конечно же, не забываем про нашу чайную пасту, которую мы подготовили. Эту пасту можно, кстати, мазать и на тост, и есть с любыми булочками, и вообще просто так и есть. И все это, кстати, очень вкусно с молоком. Вот обратите внимание, какую такую нежную текстуру мы получили. Вот, надеюсь, вам это понравится. Цвет получился такой достаточно травянистый из-за того, какого изначально цвета была матча. Я советую выбирать матчу таких ярко-зеленых оттенков, чтобы получить красивый насыщенный цвет конечного продукта. Ну, надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии, и приятного вам аппетита!